Полицейский убил напарника. В Москве задержали банду убийц, а Россия и США обмениваются заключенными. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. Полицейский застрелил своего напарника в Карачаево-Черкесии. Убийство произошло случайно. Как пишет связанный с силовиками канал МЭШ, полицейский крутил табельный пистолет на пальце и случайно нажал курок. Погиб 23-летний младший сержант. Виновник Алан Арзалиев сначала заявил, что тот будто сам случайно выстрелил себе в голову. Но проверка показала обратное, и Арзалиев признался в непреднамеренном убийстве. Массовое ДТП с участием такси произошло на севере Москвы. На Алтуфьевском шоссе столкнулись сразу 4 автомобиля. Виновное авто выскочило на встречную полосу и протаранило другие машины. Пострадал один из водителей, его отвезли в больницу. А в подмосковной Балашихе пассажирский маршрутный автобус врезался в столб. Это произошло в районе литейно-механического завода на шоссе Энтузиастов. Пострадали 2 пассажира маршрутки, их госпитализировали. Банду убийц задержали в Москве. Она состоит из 3 человек. По данным полиции, эти молодые люди придумали схему, как грабить людей. Один из участников приглашал жертв в арендованную квартиру, спаивал, а потом обворовывал вместе с подельниками. В новогоднюю ночь система дала сбой, то есть гость банды долго не пьянел, поэтому его избили до смерти, а затем оформили на него кредиты через мобильный банк и перевели деньги на свои счета. Сейчас все подельники задержаны, заведено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений организованной группой. На допросах выяснилось, что злоумышленники действовали не только в Москве, но и в Петербурге, Казани и других городах. Скандал в мэрии города Березовской Свердловской области. Кандидат-спойлер, которая случайно выиграла выборы мэра, через суд требует освободить ее от должности. Юлия Маслакова до выборов была главой отдела инвестразвития в мэрии Березовского, а также женой личного водителя своего начальника. На голосовании она была техническим кандидатом и не боролась за место. Женщину выставили единственным соперником действующего на тот момент мэра Евгения Песцова. В итоге Песцов проиграл выборы. Теперь Маслакова подает в суд на депутатов городской думы. Вероятно, причина в том, что они на своем заседании не приняли ее заявление о самоотводе. Юрист и бывший кандидат на тот же пост Андрей Еланцев считает, что так Маслакова пытается сохранить пост мэра за своим бывшим начальником Песцовым. После ее отказа и до перевыборов тот действительно будет оставаться главой города. В Россию в рамках обмена вернется гражданин, осужденный в США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что его имя назовут, когда тот прибудет в страну. Россия накануне освободила бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя англо-американской школы Марка Фогеля. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках. 12 февраля Фогеля в Белом доме встретил Дональд Трамп. Американский президент назвал обмен справедливым и добавил, что 12 февраля в США вернется еще один американец. Издание The Wall Street Journal, а за ним и ряд других СМИ предположили, что в Россию в обмен на Фогеля должен вернуться совладелец криптобиржи BTC-E Александр Винник. Его задержали в 2017 году по обвинению в содействии вымогательству, краже личных данных и торговле наркотиками. В 2024 году Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег. BTC-E подозревали в причастности к финансированию операций, связанных с ГРУ хакерской группы Fancy Bear. Журналист Андрей Захаров утверждает, что Винник контролирует кошелек с 80 тысячами биткоинов. Это 8 миллиардов долларов. Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене захваченных ВСУ территорий Курской области на оккупированные украинские земли. Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны. Напомню, Зеленский в интервью изданию «Гардиан» заявил, что в случае, если Трамп приведет Киев и Москву к столу переговоров, Украина готова пойти на обмен курских районов на свои оккупированные территории. Развитие получил скандал вокруг патриарха Кирилла. Напомню, на собрании духовенства Московской митрополии 11 февраля он поспорил с можайским священником Алексием Шаляпиным. Священник повестил здесь Царство Небесное, а нет. Уже здорово, да? Прекрасно. Батюшка не западный украинский. Идите
сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули. В Одинцовской епархии, которой принадлежит Шаляпин, телеграм-каналу «Осторожно! Новости» пояснили, что слова священника были вырваны из контекста. Его вопрос назвали неуместным и нелепым. Якобы Алексей сначала спросил, почему слова «Отечество» и «Родина» пишутся с заглавной буквы. В епархии заверили, что священник остается в служении. При этом сайт священника этим утром перестал работать. Журналист Антон Орех отметил, что Шаляпин – православный фундаменталист. Его учитель, священник Даниил Сысоев, пришел в свое время к концепции уранполитизма, небесного гражданства, которую противопоставлял патриотизму. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал Ходорковский Лайф. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.